В период с 25 февраля по 31 декабря 2017 года доминирование биткоина на рынке упало с 95 до 37%, что впервые вызвало новое явление под названием альт-сезон. Именно в это время такие монеты, как Ethereum, XRP, Litecoin, Monero, Zcash и многие другие зафиксировали тысячи процентов роста, за счет чего общая капитализация крипторынка увеличилась более чем на 600 миллиардов долларов. Помимо розничных инвесторов, которые буквально с 10 долларов заработали приличные суммы, данную фазу на рынке особенно запомнили такие личности, как CZ, бывший гендиректор Binance, Брайан Армстронг, соучредитель Coinbase, братья Winklevoss, а также Джет Маккелеб, сооснователь Ripple. Ведь они одни из первых начали инвестировать в альты еще до этого масштабного пампа, что позволило им стать настоящими криптомиллиардерами и по сей день находиться в списке Forbes. И только спустя 4 года в 2021 на рынке произошло что-то подобное, когда доминирование биткоина упало на 45%, а новые альты, как, например, всем известно Solana или Avalanche, пробили исторические максимумы. Эти два альт-сезона вошли в историю криптовалюты, и возвращаясь в наши дни, вы наверняка видели большое количество новостей, в которых пишут, что новый альт-сезон близко, когда наступит альт-сезон этого года, индикаторы указывают на формирование настоящего альт-сезона и так далее, причем эти новости выпускают независимо от того, рынок падает или растет. Таким образом, многие криптоинвесторы считают, что зачем мне покупать биткоин, который вырастет максимум на 50%, если лучше забить свой портфель альтами, которые способны дать несколько иксов и ждать тот самый альт-сезон. Но если я вам скажу, что альт-сезона 21 и уж тем более 2017 года вы никогда больше не увидите. Ведь классический альт-сезон происходит во время перехода капитала из биткоина в альты. Но сейчас более 4% всех биткоинов в мире контролируют ETF-фонды во главе с BlackRock. И получается, что весь этот капитал физически не может перейти в альты, потому что у больших инвесторов нет возможности инвестировать в другие монеты, кроме как биткоина. И если вы ждете, когда доминирование биткоина упадет ниже 50%, а вот этот индикатор поднимется в диапазон альт-сезона, чтобы ваш портфель зафиксировал рост, ваши ожидания могут быть неоправданными, ведь запуск ETF в январе этого года полностью разрушил представление об альт-сезоне, который все с нетерпением ждут. Но неужели после этого нам не стоит инвестировать в альты? А ответ на данный вопрос вы, конечно же, получите в этом видео. И также сегодня вы узнаете, что такое настоящий альт-сезон и может ли он начаться в этом году, почему большая часть монет из топ-20 до сих пор не пробила исторические максимумы, какое влияние на альткоины окажет потенциальный запуск Ethereum ETF 2 июля, какие монеты имеют самый большой потенциал на рост в ближайшие месяцы, и дополнительно я на примере анализа исторических данных, метрики, общей эмиссии и разблокировки токенов покажу вам, что альт-сезон это всего лишь обычный термин, который остался в далеком 2021 году. Ну а перед просмотром попрошу вас поддержать ролик лайком, потому что мы готовим для вас большое интересное видео, в котором расскажем, как нужно собирать спотовый портфель, используя разные секторы рынка, правильное процентное соотношение, балансировку уровня риска, стратегии по усреднению, накоплению и так далее. Такая информация заслуживает минимум 2000 лайков, поэтому чем быстрее вы их наберете, тем раньше узнаете, как собрать прибыльный портфель. Вам приятного просмотра, вы на канале Coin22, мы начинаем. Всем привет, дорогие друзья, с вами Влад, и сегодня мы будем говорить о теме, которая наверняка интересует каждого криптоинвестора, и это альт-сезон. Но что же это такое? Многие считают, что альт-сезон это такой период на крипторынке, когда любой желающий может прийти и за считанные дни стать миллионером. В принципе да, но если мы рассмотрим настоящий альт-сезон с технической точки зрения, то наступает он только в том случае, когда доминирование биткоина падает ниже 50%, а 75% из 150 альтов превосходят динамику роста биткоина за последние 90 дней. Именно это и произошло на рынке в 2017 и 2021 годах. Таким образом, все, кто заранее следил за этими показателями, не упустил возможность заработать. Кстати, подобные отчеты, которые касаются альтов, биткоина, экономики, различной метрики и других важных данных, вы можете абсолютно бесплатно получать в нашем телеграм-канале, где редакторы Coin22 публикуют только самые актуальные новости и эксклюзивную информацию 24/7.
7. Поэтому, чтобы не тратить свое время и не искать все самостоятельно, обязательно подпишитесь по ссылке в описании. Говоря простым языком, альткоин сезон возможен, если сейчас биткоин будет оставаться на уровне 64 тысячи, в то время как альты из 150 на протяжении 90 дней будут постепенно двигаться вверх. Причем это не обязательно должен быть памп на сотни процентов. Главное, чтобы биткоин стоял на месте. Имея на руках показатели доминирования биткоина и динамику роста альтов, мы можем оценить потенциал начала альтсезона. Но я думаю, вы понимаете, что если бы все было так просто, каждый из нас мог бы составить конкуренцию CZ и занять его место в списке Forbes. Поэтому давайте я вам расскажу про все нюансы, а поверьте, их здесь очень много. Если вы следите за новостями, вы наверняка видели вот такую схему, где описывается принцип распределения капитала во время альтсезона. Здесь мы видим, что во время бычьей фазы на рынке первое, что покупают инвесторы, это биткоин, который по сути является главной монетой на рынке. Далее, когда рост биткоина замедляется, инвесторы частично фиксируют профит с биткоина и приступают скупать главный альткоин эфир, после чего на фоне сохранения бычьего импульса, а также факторов, которые поддерживают восходящий тренд, избыточная ликвидность отправляется в альты и замыкает эту цепочку мемкоины и различные шитки. Сопровождается этот процесс падением доминирования биткоина. А вот этот индекс переходит в диапазон альтсезона. Но знаете, в чем разница между альтсезоном, который был раньше, и тем, который все ждут сейчас? Это биткоин ETF. В 2017 году фонды не держали биткоин. По большей части он находился в руках обычных инвесторов, которые на бычьих рынках реально могли перевести часть капитала в альты. Но сейчас деньги, которые поступили в биткоин с начала года, что увеличило его доминирование выше 55%, это деньги фондов, таких как BlackRock. Большие инвесторы покупают биткоин через ETF на миллионы долларов, но они не могут переводить капитал в альты, так как для этого нет специальных инструментов. Хотя я не знаю, что должно произойти, чтобы фонды перестали покупать биткоин и отдали преимущество альтам, уж тем более ниже топ-20. Следовательно, пока 4% биткоина находится под контролем ETF фондов, мы вряд ли увидим падение его доминирования ниже 50%, а также начало настоящего альт-сезона, который был в 2017 году. Еще очень важный момент, который усложняет формирование альтсезона, это увеличение эмиссии монет. Давайте объясню простым языком на примере AVAX. Многие токены, которые сейчас находятся в топ-20, появились на рынке в 2020 году. Во время запуска того же Avalanche разработчики решили, что общее количество монет будет составлять 715 миллионов. Но не все монеты были сразу выпущены на рынок, потому что часть из них заблокировали. Так вот, в 2021 году на рынке было доступно только 97 миллионов токенов, а капитализация составляла 27 миллиардов долларов. Но с каждым годом на рынке поступали новые монеты после регулярных разблокировок. И понятно, что когда капитализация распределяется среди большего количества токенов, его цена будет падать. Тем более разблокировки увеличивают предложение на рынке, а без должного спроса это негативно отражается на его цене. И чтобы вы понимали, предстоящие разблокировки альтов, которые будут наблюдаться в ближайшие годы, превышают 70 миллиардов долларов. Также, если раньше приток капитала даже в несколько миллионов долларов мог легко поднять стоимость любого альта, сейчас из-за высокой капитализации монет из топ-20 это сделать намного сложнее. Из-за этого на рынке появилось такое понятие, как тяжелые монеты, которым сложнее вырасти в 2 раза и уж тем более дать несколько иксов. Плюс к этому с каждым годом на рынке появляются новые проекты, которые выпускают свои токены. Следовательно, для увеличения капитализации альтов необходимо гораздо больше денег, чем это было раньше. Так что это получается? Теперь нам не стоит покупать альты? Ну, конечно же нет. Этим я хочу вам сказать, что просто ждать, когда индекс дойдет в диапазон альтсезона, недостаточно. Необходимо оценивать больше данных и заранее проводить как фундаментальный, так и технический анализ, чтобы знать, какие монеты имеют потенциал на рост, а какие нет. И поэтому давайте же разберем, какие особенности будет иметь текущий альтсезон и будет ли он вообще в этом году. Но перед этим я хочу вам сказать, что не обязательно ждать альтсезон, чтобы заработать. Вы можете сильно сэкономить время и увеличить размер вашего профита за счет трейдинга, но для этого нужны знания, которые вы можете получить в подписке Coin22 Pro. Команда наших аналитиков Pro предоставляет прибыльные сделки для заработка, и за счет того, что мы заранее анализируем рынок, все участники подписки Pro получают лучшие точки входа.
года. Например, в начале этой недели все участники ПРО заработали от 70% на локальном росте монеты Link, от 80% на восстановлении Matic, от 85% на движении UP и еще на многих других сделках, потому что в последние дни рынок давал хорошую возможность заработать. Но главным преимуществом подписки Pro является не только ежедневные прибыльные сделки, но еще пошаговое обучение для новичков, где вы абсолютно с нуля можете пошагово научиться торговать на крипторынке, потому что наше обучение состоит на 90% из практики, за счет чего вы уже с первых дней будете открывать первые сделки под присмотром наших специалистов, а также круглосуточной поддержки. А поскольку сейчас идеальное время для покупки монет, которые растут независимо от альт-сезона, мы поможем вам сформировать долгосрочный прибыльный портфель. Сейчас для всех новичков у нас действует скидка и бонусы, поэтому напишите нам по ссылке в описании и уже сегодня начните зарабатывать с командой профессионалов подписки Coin22 Pro. Как я сказал в начале, для альт-сезона необходимо падение доминирования биткоина и рост альтов из 150 на протяжении 3 месяцев. Но учитывая текущие условия на рынке, это почти невозможно, потому что даже с начала года, когда капитализация альтов выросла на 14%, доминирование биткоина продолжало оставаться выше уровня 50%. Вот только это не значит, что альтам конец и они никогда больше не вырастут. Конечно, мы еще не один год будем наблюдать за ростом альтов. Вопрос только в том, насколько они вырастут и что вызовет их рост. К примеру, Solana. С конца 2023 года она выросла более чем на 800%, с 20 до 200 долларов. И казалось бы, чем вам не альт-сезон? Но обратите внимание, что Solana была одна из немногих, кто показала такой активный рост. И это все происходило на фоне новостей, связанных с мемкоинами, смартфоном Saga и обновлением сети. Другие большие монеты выросли максимум на 200% и по-прежнему остаются далеко от своих максимальных уровней 2021 года. И если вы задаетесь вопросом, можно ли сделать иксы на монетах из 150, учитывая, что настоящего альт-сезона не будет, я отвечу да, конечно же можно. Но перед этим сами ответьте себе на вопрос, что для вас иксы? 100% роста, 200, 300 или 1000? Если вы желаете заработать на той или иной монете минимум 5 иксов, вам нужно понимать, что капитализация монеты должна вырасти в 5 раз. То есть капитализация той же Solana должна превысить 300 миллиардов долларов. А значит, кто-то должен принести в этот проект 240 миллиардов долларов. Для крипторынка это не маленькая сумма, и вряд ли все будет зависеть только от обычных инвесторов. Таким образом, когда вы покупаете любую криптовалюту и надеетесь, что она покажет 5-10 иксов за пару дней, просто посчитайте, сколько новых денег должно оказаться в ее капитализации. А как вы понимаете, спровоцировать рост на несколько иксов монеты, которые имеют большую капитализацию, гораздо сложнее. Живой пример биткоин. И те фонды инвестируют в него миллиарды долларов, но при этом сейчас цена все равно остается ниже уровня 70 тысяч. Токены из первой двадцатки и даже десятки могут вырасти в несколько раз. Вот только это не произойдет за день. На это потребуется время. И что самое главное, положительные катализаторы. Ведь как вы можете заметить, проценты роста у всех криптовалют отличаются и очень сильно зависят от новостного фона и от интереса со стороны инвесторов, а не просто от магического альт-сезона, который ждут все инвесторы. На самом деле после 2021 года альт-сезон стал термином, который каждый трактует по-разному. Для кого-то рост монет на 10% это уже альт-сезон, а для других и 1000% будет мало. По факту альт-сезон больше стал обычным термином, который очень часто используют многие СМИ для привлечения внимания. Ведь проще сказать, что есть какой-то альт-сезон, когда все монеты растут, чем искать настоящие причины роста, прямые катализаторы и понимать, кто создает спрос. Такие сезоны являются ничем иным, как обычным бычьим циклом на рынке, во время которого монеты растут и общий фонд толкает цену многих токенов вверх. И нашей главной задачей в это время является покупка самых перспективных монет, которые имеют наибольший потенциал на рост. И давайте на примере следующих 5 монет я покажу вам, на что стоит обращать внимание при покупке. А начну я с Solana, потому что мы сегодня немного говорили, эта монета есть у меня в портфеле, и я рассчитываю на ее рост в ближайший год. С конца 2023 года Solana всегда оставалась на слуху у каждого из-за своего роста на фоне мемкоинов, новых обновлений, и даже сейчас обсуждают вопрос касательно потенциального запуска ETF на Solana, потому что на днях канадская компания 3iQ подала заявку на создание ETF на базе Solana. Франклин Темплтон и другие американские управляющие активами ранее хвалили сеть Solana, а KTV даже говорила, что Solana лучше эфира. Но пока ни одна фирма не объявила о конкретных планах по созданию спотовых ETF на Solana в США. По словам Сейфорта, ETP Solana на сумму более 1 миллиарда долларов уже предлагается по всему миру. Например, ETP для стейкинга Solana 21 Shares
Players и продукт ETC Group в Европе, но полноценного ETF, как на биткоин, пока еще нет. ETF — это отличный способ получения капитала от больших инвесторов, и если в будущем реально их запустят на Solana, она может попробовать пробить свой исторический максимум. Для того, чтобы на этом заработать, нам стоит накапливать монету прямо сейчас и делать регулярные покупки с постепенным усреднением цены, но заранее будьте готовы к тому, что для пробоя максимального уровня потребуется время, хотя бы полгода. Все будет не так быстро, как вы себе это представляете. Следующая монета с новостным потенциалом и высокими шансами на пробой новых максимальных уровней — это Toncoin. Как вы видите, движение цены Тон отличается от других монет, и пока на протяжении 2 недель рынок падал, Тон наоборот рос и даже пробивал новые максимумы. Это происходит далеко не просто так. Во-первых, TVL Тон снова установил новый рекорд, что говорит об очень быстром развитии экосистемы за счет внутренних приложений, игр и нашумевших кликеров. К тому же сейчас Тон активно поддерживается фондом Pantera Capital, который управляет активами на сумму $5 миллиардов. На этой неделе фонд объявил о сборе средств для инвестиций в Тон, в котором минимальная ставка для участия стала сумма $250 тысяч. Дополнительно в последнее время количество пользователей и транзакций блокчейна Тон очень быстро растет. Стейблкоин USDT также был запущен в сети Тон еще в апреле, и внедрение USDT в сети произошло быстрее, чем у любого другого блокчейна. Менее чем за 2 месяца в обращении оказалось более $400 миллионов. И если не забывать, что Тон развивается при поддержке Telegram, то мы можем рассчитывать на его рост выше уровня $10 к концу этого года, если на рынке сохранится такая положительная динамика. Именно по этой причине я активно накапливаю Тон в последние месяцы. Также я не могу пройти мимо эфира, который ожидает начала торгов ETF 2 июля, что является положительной новостью не только для эфира, но и для всех альтов. А шансы на запуск торгов в первую неделю июля повышают недавнее обновление формы S1 от фондов, которые подавали заявки на эфириум ETF. Учитывая, как компании подавали данные заявки, они более чем уверены, что спрос на эфириум ETF есть, а значит приток капитала остается вопросом времени. Поэтому если вы еще до сих пор не купили эфир и думаете, что он имеет слабый потенциал на рост, купите его прямо сейчас, на небольшую часть от вашего депозита. Ведь напоминаю, что даже биткоин со своей триллионной капитализацией вырос на 200% из-за ETF. Дополнительно присмотритесь в сторону сектора ИИ, в котором главным кандидатом на покупку является монета NIR, которая активно развивается в направлении искусственного интеллекта, которая получает поддержку теперь от самой большой компании нашего мира Nvidia. Принцип остается такой же, как и с другими альткоинами, а именно частичная покупка, конечно же на откате, и постепенное накопление монеты. Из своего личного опыта я вам также хочу порекомендовать монету Link, которая имеет главного партнера систему SWIFT. Это одна из немногих монет из топ-20, которая продолжает удерживать свои позиции после бычьего цикла в начале этого года. Как вы можете заметить, я озвучил только те монеты, которые есть у меня в портфеле. Они постоянно обсуждаются, а также появляются в новостях. И в этом и заключается успех вашего инвестирования. Не стоит покупать непонятные токены и надеяться лишь на альт-сезон. Инвестируйте грамотно и выбирайте монеты именно по тем критериям, о которых мы сегодня говорили. Ведь именно так вы сможете заработать. Конечно, это не будут 1000% профита, но свои 100-200%, что также очень неплохо, вы можете постараться заработать на этих монетах, если будете их держать в ближайший год. Конечно, более высокую доходность предлагают монеты с меньшей капитализацией, но здесь уже всплывает вопрос рисков. Ведь я вам напоминаю, что чем выше потенциальный доход, тем выше риски. А чем выше риски, тем больше вероятность того, что вы просто потеряете свои деньги. Но на самом деле монеты с низкой капитализацией — это тема уже отдельного видео. Поэтому если вы желаете, чтобы я вам рассказал, какие монеты ниже топ-100 стоит добавлять к себе в портфель, пишите в комментариях. Также в комментариях задавайте вопросы, которые вам сегодня были непонятны. Ну и конечно же не забудьте подписаться на наш телеграм-канал, потому что там мы продолжаем оставаться на связи и делимся с вами самыми важными новостями. Дополнительно жмите колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, и увидимся очень скоро. Вам желаю удачи, до скорых встреч!